Z стало гораздо меньше. В Москве в марте, если на каждой росгвардеевской машине была буква Z, то сейчас почти этого нет. Только редкие маргинальные ебланы так делают. Потому что, судя даже по официальным опросам ВЦИОМа, 30% людей против войны. А как бы 30% от 150 миллионов это, в общем-то, это нормально. Это несколько десятков миллионов человек. А это при том, что люди не побоялись в государственном официальном опросе сказать «да, я против войны». Это уже говорит о многом. Мы можем, наверное, еще на 1,5 умножить эту цифру в реальности. Как Медуза высчитала, сколько там от 14 до 17 миллионов голосов на прошлых выборах подбросили Единой России. Потому что, добрый вечер, им попали в руки миллионы часов записей с камер наблюдения. Hello! Добро пожаловать в 21 век. И высчитали. Так смешно, блядь, что эти старые пердуны никак не могут понять, в каком они мире оказались. Что мир уже стал цифровым. Каждый месяц обязательно у какой-нибудь их компании или госуслуг там слив данных, блядь. Твой паспорт и мой паспорт уже в тысячах баз данных, которые за 5000 рублей можно купить и взять кредиты на меня. Просто охуенно. Я в этой стране вообще ни от чего не защищен. От нормальной жизни я защищен, блядь, в этой стране. От качественной медицины, от хорошего образования, да и от еды хорошего качества. Я так удивился. У нас в центре Уфы вода, прям ты ее пьешь, ты чувствуешь известняк, металлические соли, это просто невозможно пить. А в самом центре Москвы удивительная чистая фторированная вода. И вот я так ходил, охуевал от этих людей, которые, ты знаешь, это чисто московская привычка бросать бычки на тротуар. Я так в ахуе от этого. Я так много вижу жителей Москвы, особенно молодых, которые просто бросают бычки на землю, и они говорят: таджики уберут. Так, ну а чё, блядь, таджики уберут. Собянин за это заплатил. Когда еще едут на электробусах с зайцами, Собянин заплатил. Вот это много говорит о России. Таджики уберут, хули. Вот это ответка ко всему. Ответ кроется в вопросе. Почему мы так живем? Кто-то что-то сделает, таджики уберут, Путин подумает, а ты просто сиди и не выебывайся. Стал замечать еще в Москве у русских вот это шовинизм в проброс. То есть они, и вот есть чурки, другие. При том, что эти чурки вообще-то граждане твоей страны. Это как у меня есть русский друг, и он говорит: нас завоевывали, блядь, теперь не знаем, что с этими территориями делать. Ни газа, ни хуя там нет. И попробуй, сними с моей фамилией нормальную хату в Москве. Там надо, наверное, разговаривать со старомосковским произношением. Не бойтесь меня, не бойтесь. Господи, я артист широкого профиля. Вот. Особенно в Москве так много этого шовинистического отношения. И мне неприятно не потому, что я вообще себя армянином не ощущаю. Просто это такое неприятное. Почему ты обо мне так подумал? Ну как бы почему ты шутишь эти стереотипичные шутки про шашлыки? Я должен посмеяться? Мне как бы от этого не смешно. Или что я должен сделать? Ну как бы почему ты обо мне судишь по каким-то стереотипам? Это даже не обидно, это просто кринж какой-то, блядь. Вот именно кринж. Вот такое чувство это вызывает. Еще на фоне того, что буряты и дагестанцы воюют за эту империю, хотя статистика и показывает, что их всего 30%, 70% все-таки русские погибают за свои идиотские идеи. Присоединение новых земель. Просто в ахуе. Блять, это как будто новости из какого-то прошлого. Я просто в ахуе, что все эти заголовки, это такая вот повседневная реальность. Какие-то новые территории, это какая-то комедия абсурда. Но вместе с тем я не хочу быть в таких пораженческих позиций, знаешь, типа чем хуже России, тем лучше. Я не хочу, чтобы Россия развалилась из-за кучки мерзких циничных ублюдков. Ну блин, это того не стоит.
И я рад, допустим, что Amnesty International нашла в себе силы заявить, что да, ВСУ тоже воюют не по правилам, но это война. А какие могут быть правила? Там чем больше людей ты убил, тем для тебя лучше. Я просто за объективность. Можно бросать в меня камни, как делают некоторые люди, которые там какие-то списки составляют. Хорошие русские. Ну типа, чуваки, вы в какой реальности живете? Какие списки? Ну очнитесь. Вы в каком году, блядь, живете? Я с этим смотрю на этих людей, которые со всех сторон составляют списки. Еще эти долбоебы из Града. Чуваки, вы вообще где? Вы в кино каком-то, что ли, существуете? Какие нахуй списки? Я не понимаю этих людей. Абсолютно устаревшие просто мозги. Всех, как говорил Ленин, политиков после 60 надо расстреливать, потому что они устаревают уже. И сам, кстати, свой завет исполнил. Скопытился в 54 года. Молодец. Пацанское слово. А еще меня печалит, что в конечном итоге вся эта политика – это же продолжение личности диктатора-политика. То есть, читая там расследование Навального, последние про жену Путина, из ее писем, которые она написала своей подруге когда-то в 70-х, когда жила с Путиным в ГДР на немецком языке, понятно, что в жизни Путин семейный абьюзер, совершенно не уважающий женщину. Она говорит, что она себя чувствует пустым местом, что она не понимает, как дальше жить. Она не хочет просто дальше жить. Что Путин обычно уходит утром, приходит вечером, уставший с работы, неулыбчивый. Или потом они с друзьями на кухне бухают, а она должна приносить им еду и напитки. Не знаю. Типа вот Путин – это вот это вот. Поэтому у нас невозможно принятие закона о домашнем насилии. Просто потому, что в понятии этого человека, совкового, блядь, с деревянными мозгами, нет никакого домашнего насилия. Да сами разберутся. Ну ударил, он же не со злости. Это же для порядку, не для удовольствия же. А чтобы понимала, кто в доме хозяин. И это его мировоззрение. При том, что этот человек на словах весь такой, блядь, православный. В купель он окунается. Православный семьянин. Русский человек. А у самого 500 тысяч детей от любовниц. Какой у нас выбор? Продаться в Минкульт? Я каждый день охуеваю от этих подрядов. Патриотическая компьютерная игра, чтобы дети не боялись росгвардейцев. Ну или патриотический фильм «Ополченочка». И ведь на этом можно хорошо подняться. Есть же, я думаю, большое количество бездарных выпускников ВГИКа и ГИТИСа. Есть такие люди. Ну вот не получилось у него. Что делать парню? Ехать в свой мухосрань? Зачем? Можно снимать ширпотребное говно для НТВ о том, как зэки на самом деле выиграли Вторую мировую. Это ведь вполне же. Можно на этом подняться. Но ведь мерзко. У меня был разговор с одной знакомой продюсером, и она говорила: как думаешь, стоит работать с государственными институциями, с какими-то такими мероприятиями? И я ей говорил: ну пожалуйста, но это же противно. Мерзко об это говно пачкаться. А потом через годы все равно придется отвечать перед кем-то. И ты оправдываешься. Я же мелкая сошка. Я же маленький человек. Что я решаю? На Нюрнбергском трибунале каждый убийца так и оправдывался. Они до самого верха говорят: а я же маленький человек. А кто у нас большой человек? Я вспоминаю. Владимир Буковский. Такой был советский диссидент. Он там говорит, меня когда впервые привели в КГБ, там, говорит, был какой-то генерал КГБ. И мне там за раздачу листовок грозил срок. И они, говорит, начали меня вербовать. А я этому генералу сказал: пошел нахуй. Меня просто увели. И я не жалею ни разу, что так сделал. Я все сделал правильно. Блин, я уважаю его за это. Как с этими людьми работать циничными?
Так смешно, когда циничные ублюдки из себя святош строят. Еще меня учат, блядь. Еще мне говорят, как я себя вести должен. Короче, вот. Как бы не сесть. Ройзман, конечно, говорит, что каждый интеллигент должен сесть в России, чтобы свою родину понять. Хотя бы на 15 суток. И я уже мысленно готовился к тюрьме, конечно же. Но я, блядь, не хочу. Все как у Шварца. Не так страшен дракон. Дракона можно убить. Но вот он искалечил человеческие души. Мерзкий, блядь, ублюдок. Закармливаю своего кота, чтобы ему жизнь была сахаром. Он живет и даже не знает вообще, какое говно в мире происходит. Хочу котом быть, драть обои. А я нет. Я начал бегать и меньше есть. Потому что у меня тупо нет денег. Но все действительно дорожает прям. Я заметил, что меньше ем. Мои друзья стали замечать, что меньше едят. Тупо потому, что нет денег. У друзей увеличиваются кредиты. У меня у самого вторая кредитка открылась. Вот это реальная жизнь в России. Мне снятся тревожные сны. Но знаешь, мои сны делятся на две части. Либо это какой-то кошмар, где я испытываю какой-то дискомфорт. Меня там угрожают или похищают, или я где-то потерялся. Либо второй вид снов, он реалистичный, где мне кажется, что это реальность, я просто с друзьями встречаюсь. Мы просто ведем длинные разговоры о том, как уехать из России, где искать работу, где какие справки нужны для того-то, сего-то, пятого, десятого. Просто во сне мне мой мозг говорит: блядь, съебывать пора. Может, блядь, начнешь управлять своей жизнью? То есть это не какие-то сюжетные сны. Там нет ничего интересного. Просто тупо сидим и с кем-то разговариваем, как куда уехать. В Канаду или куда. Мозг, короче, посылает сигнал. Еще коту надо делать визу и паспорт. То есть вот что делают нормальные люди. Смотрят там накопления, ищут билеты, ищут работу. Что делаю я? Я пошел накуриваться в говно. Моя жизнь закончилась. Я не могу ничего делать. Я мог переехать? Мог. Я этого не сделал? Нет. Я заработал денег на переезд? Да. И куда я их потратил? На удовольствие. Я каждое утро просыпался, смотрел в зеркало и говорил: ты конченый. Теперь я не могу заставить себя уехать от войны, потому что я сломлен изнутри. Я себя чувствую, как протекающая бутылка какая-то, она опустошенная, но пытается себя заполнить чем-то. Бухлом, наркотиками, едой. А это все вытекает, и ничего не остается. Ну не падай духом, в общем. Я на антидепрессантах. Я без них не то что из рашки, из квартиры выйти не смогу. Ну, как говорят, ситуация вышла на плато. Чуть-чуть. Но все стабильно хуёво. Стабильно хуёво.